Привет, друзья! В политических кругах Берлина все громче звучит одно неофициальное название – «Теневая школа власти». Никакой официальной регистрации, ни сайта, ни логотипа, но эффект от ее работы уже ощущается на самых высоких этажах. За последние месяцы сразу несколько человек, ранее неизвестных широкой публике, резко поднялись до ключевых постов в правительственной структуре. Их не выбирали, не продвигали по партийной лестнице, они просто появились и начали принимать решения. Сначала они были в статусе технических консультантов, затем стали руководить рабочими группами при министерствах, а теперь это авторы и координаторы реформ, которые проходят мимо парламентских процедур. Как сообщают источники, близкие к одному из фондов, структура финансируется через частную институцию, не связанную напрямую с политическими партиями, но имеющую выход к канцлерскому кругу. Вместо лекций закрытые мастер-классы по кибербезопасности, управлению экстренными сценариями и цифровыми моделями влияния. Преподаватели не профессоры университетов, а практики – это отставные офицеры, IT-аналитики, специалисты по кризисным переговорам. Об этом говорится в отчете, который случайно попал в руки одного журналиста. Прием только по рекомендации, а списки участников не раскрываются. Как стало известно от инсайдеров, один из выпускников сегодня возглавляет цифровую трансформацию МВД, другой контролирует бюджетную часть в оборонной реформе, третий участвует в новой схеме координации между ведомствами, минуя классическую бюрократию. И все это вне поля зрения общественности. Школа? Нет. Это уже полноценная система подготовки параллельной элиты. Но вся эта картина меняется, когда смотришь не вверх, а под ноги. На фоне громких дебатов в прессе про пенсию, миграцию, климат один процесс проходит мимо внимания. Финансовая карта Германии претерпевает глубокую перекройку. Но не для всех, а только для тех, кто знает координаты. Денежные трансферы идут не в мегаполисы, а в странно выбранные участки, малые промзоны, бывшие военные базы, транспортные узлы и даже забытые муниципалитеты. Официально это модернизация, но экономисты говорят, суммы несопоставимы с простым ремонтом. Сметы оформлены под IT-структуры, создание безопасных каналов связи, резервные энергетические линии. Именно в таких строках зашиты миллионы, а иногда и миллиарды. Параллельно это восстановление старокоммуникационных коридоров, укрепление мостов, замена тех же подстанций, монтаж автономных блоков. Наблюдатели уверены, это строительство инфраструктуры нового уровня, той, которую не видно, но которая способна работать независимо от текущих центров. Деньги идут туда, где будут точки принятия решений. И на этом фоне старые политические центры начинают терять вес. И вот здесь в игру вступает самый тонкий элемент. На строительных площадках Германии все чаще происходят вещи, которые не укладываются в стандартную логику. Нет баннеров застройщиков, нет открытых тендеров, нет данных в кадастре, но работы идут и идут в ускоренном темпе. Визуально это обычные объекты связи. На табличках стандартная надпись «Реконструкция технических узлов». Но на деле речь идет не о косметике. Земляные работы уходят, внимание, на глубину 30, а то и 40 метров. Прокладываются туннели, закладываются толстые слои защиты, монтируются нестандартные энергоблоки. По информации подрядчиков, за проектами стоят координаторы, которых никто в городе даже не знает. Они не из администрации, они не из федеральных ведомств. Коммуникация идет напрямую с логистическим центром во Франкфурте. Активность особенно заметна в Южном Гессене, Тюрингии и на границах Саксонии. Именно там по совпадению проходят старые резервные линии связи времен Холодной войны. На этих локациях строятся объекты, которые визуально напоминают нечто среднее между центром обработки данных и защищенным командным пунктом. По одной из версий идет подготовка к запуску автономной цифровой инфраструктуры вне общей европейской системы. По другой создаются точки резервного управления страной на случай кризиса или отключения от внешнего управления. Как бы там ни было, факт остается фактом. По стране массово появляются здания, о которых никто ничего не знает. Но они строятся и не просто так. Но когда контроль выходит за границы, начинается совсем другая история. К этой тане наземных центров добавляются и спутники, и именно с ними синхронизированы те самые загадочные объекты.
Формально речь идет о спутниках экологического и телекоммуникационного назначения, но в технических описаниях, которые оказались в распоряжении обозревателя, указаны функции, никак не связаны с зеленой повесткой. В частности, это сбор сигналов с мобильных устройств, отслеживание перемещения, фиксация активности в реальном времени, геолокация с точностью до нескольких метров, передача данных в зашифрованных потоках напрямую на защищенные наземные узлы. Проект получил неофициальное название «Цифровой зонд». По данным инсайдеров, первые спутники уже введены в тестовом режиме, и, как отмечают эксперты, они действуют с заметной точностью. Сигналы уже поступают на наземные станции, и часть платформы подключена к городской IT-среде. Это не просто мониторинг, это сшивка всех уровней. Спутники, уличные камеры, транспорт, мобильные сети, биометрия. Создается то, что многие аналитики называют цифровым куполом. Официальная версия – это обеспечение безопасности и быстрая реакция на угрозы. Неофициальная речь идет о системе, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за всей территорией Германии. Не просто контролировать, а предсказывать поведение. Особенно важно, покрытие планируется не только в городах. В проекте прописаны маршруты по трассам, промышленным зонам, пограничным участкам и даже сельским общинам. Если вся информация будет развернута, Германия получит первый в Европейском Союзе полноценный цифровой контур слежения, действующий автономно от европейских серверов. Это уже не просто реформа, это перезапуск всего подхода к управлению территорией. А теперь, внимание, внутри самой системы кто-то начинает играть против нее. Цифровая система контроля в Германии выходит на новый уровень, на очереди биометрия, не просто цифровой ID, а полноценный паспорт будущего, в который вшиты все параметры человека. Это распознавание лица, отпечатки пальцев, поведенческий профиль. Теперь это не научная фантастика, как вы подумали, а новая реальность. С января следующего года все меняется. Без биометрического подтверждения не пройдешь ни в больницу, ни в налоговую, ни в миграционную службу. Справки с выплаты, регистрация на жилье только через цифровую верификацию. И это еще не все. Профиль пользователя включает в себя маршруты передвижения, частоту даже покупок, геолокацию, доступ к медицинским картам. Данные обновляются в реальном времени, все на одном цифровом контуре. По данным технических обозревателей, уже сейчас в ряде ведомств проходят закрытые тесты, некоторые из них с участием даже полиции. Это особенно вызывает напряжение в Брюсселе. Вся система разрабатывается без участия Европейского Союза. Это полностью национальная архитектура вне евростандартов. Никакой синхронизации с европейскими хабами, каждый байт под контролем Берлина. И вопрос уже не в технологиях, а в том, кто дергает за веревочки изнутри. Но у каждой системы есть и слабое место, и, как оказалось, оно не в коде, а в людях. Недавно в прессу просочились фрагменты технической документации. В одном из них описана уязвимость ядра биометрической платформы, а когда речь идет о такой чувствительной системе, как биометрия, один слив может обнулить весь процесс. Главный вопрос, кто следующий и насколько далеко готов зайти тот, кто оказался по ту сторону схемы. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.